Я никогда не забуду историю, произошедшую этим летом. Как обычно, в июле я взял пару недель отпуска и поехал на нашу старую семейную дачу, чтобы порыбачить, пожарить шашлыков, почитать в гамаке. Короче, прийти в себя и перезарядить батарейки. Летние пробки на выезде из города меня не сильно волновали, так как домик стоит прямо у железнодорожной станции. Продуктовый, аптека, заправка, магазин, тысячи мелочей – все рядом. Погоду на ближайшие деньки прогнозировали без дождей, поэтому я оставил рабочий ноутбук в пыльном городе в приподнятом настроении. 1,5 часа в полупустой электричке, и я на месте. Отпер калитку и, как и каждый год, офигел от высоты зарослей на участке. Закинул рюкзак в дом и занялся приведением участка в состояние, пригодное для проживания. Включил свет, насос, пропылесосил и помыл полы. Сходил на заправку с канистрой и взял бензина для газонокосилки. Облагородил участок, постирал постельное белье. Сказать, что устал, ничего не сказать. Обычно я не курю и вам не советую. Но тут в качестве традиции каждый год достаю пачку дедовского Беломора из шкафа. Вот и сейчас, после похода в магазин, я зажег мангал и, ожидая, когда угли для шашлыка будут готовы, откинулся в кресле качалки, пуская в теплый и мягкий воздух тягучие клубы дыма. Времени было около 9 вечера, электрички за забором стали ходить реже. Тихий шипящий звук карманного радио на пеньке успокаивал и создавал какую-то особую, теплую атмосферу. Попредававшись воспоминаниям с полчасика, я пошел в дом за шампурами. Подойдя чуть ближе к забору, я услышал голос мальчика, который доносился откуда-то со стороны рельс. 2, 4, 6, 7. Что он там, рельсы считает? Пожал я плечами, снимая ботинки в прихожей. Уже выходя с охапкой всякой снеди для готовки во двор, я услышал 103, 105, 106. Шум, проезжающий мимо электрички, заглушил слова мальчика. Когда поезд остановился, голоса уже не было слышно. Я начал готовить ужин, не придав этому никакого внимания. Хорошему дню доброе окончание. Вкусно поев, я уснул на диване в летней кухне под футбольный матч на маленьком черно-белом телевизоре. На следующий день я доделал мелкие дела по дому, а потом пошел прогуляться по деревне, чтобы освежить воспоминания и, возможно, встретиться с кем-то из старых знакомых. Дядю Сашу из соседнего дома заприметил еще вчера. Он что-то мастерил в сарае, поэтому я не стал его отвлекать. Сегодня же я помахал ему из-за забора, когда проходил мимо. Он кивнул в ответ, но разговаривать со мной не стал, поспешно скрывшись у себя в домике. Странный мужичок. Пройдясь по единственной улочке садового кооператива туда-обратно, я, конечно, никого не встретил. Многие дома стояли обшарпанные и явно не принимали хозяев несколько лет. Такая разруха, везде трава по пояс, а когда-то здесь было столько жизни. Все перебрались в город. Вечером, когда я жарил пельмени на кухоньке, через открытое окно донесся знакомый голос. 12, 14, 15. Подняв глаза на железную дорогу, я увидел маленького мальчика, который прыгал по рельсам. Улыбнувшись, я продолжил готовку, сыпал огурцы в миску с помидорами и луком, посолил и заправил майонезом. Раздался гудок приближающегося поезда. 92, 93, 94. Меня одолела странная тревога. На секунду показалось, что электричка проехала прямо в том месте, где прыгал этот странный мальчик. Я дождался, когда состав отъехал от платформы. Ребенка на рельсах не было. Куда смотрят его родители? Чем это тут пахнет? Черт, пельмени подгорели. Я резко выключил плиту и поднял сковородку. Ранним утром, накопав червей, прошелся по тропинке до лесного прудика. Помню, как мы с дедом ходили на него в детстве. Он почему-то называл его «Восьмерка». Эх, дедуля, я так скучаю. Как же мы хорошо проводили время. Характер у тебя был тот еще, но разве же это теперь имеет значение? Как же поздно приходит это осознание. Посидев пару часиков и окончательно устав отбиваться от комаров, я принялся собирать удочку. 43, 44. Мурашки побежали по всему телу.
Лесочек был реденький, поэтому очень хорошо проглядывался. Я пристально всматривался в кусты вокруг, но никого не приметил. Тьфу ты! Совсем на солнце тут спекся. Пойду-ка книжечку почитаю, полежу. Почему-то рассерженный сам на себя, я наспех сложил вещи и потопал домой. Пообедав, покопавшись в своих старых вещах и, наконец, врухнув в гамак, я моментально задремал. Через какое-то время в тихий и спокойный летний сон ворвался треск семафора. Не знаю, почему подскочил. Подбежав к забору, я открыл калитку. 87, 89. Побежал к путям, сломя голову. Мальчик словно не слышал приближающегося поезда. Между нами было несколько десятков метров. Казалось, что я успею его вытащить. Электричка начала сбавлять скорость перед станцией. Услышав гудок рядом с собой, я повернул голову. Первый вагон промчался на расстояние вытянутой руки. Секунды, пока колеса стучали по шпалам, казались вечностью. Я боялся смотреть вниз. Не успел его спасти. Собравшись с духом, посмотрел на железную дорогу передо мной. Вы бы поаккуратнее переходили. Железная дорога все-таки. Напьются, а потом движение из-за них останавливают. Совершенно не понимая, что происходит, я что-то ответил, проходившей по тропинке мимо бабушки. В шоке я развернулся и поплелся в сторону дома. У самой калитки меня окликнули. «Сережка, постой». «Дядя Саша, привет. Поди сюда. Слушай, ты бы не ходил к рельсам. Поезда все-таки небезопасно. Дядь Саш, я знаю. Но там был мальчик, вы не видели. Он был там, минуту назад, прямо под колесами, я хотел. Знаю, Сережа. Слыхал я его считалки. Только не верю ушам. Дух это. Бродит тут, ищет с кем поиграть бы. Тут стройку начали, трассу кладут. Вон там, за Зинкиным домом, уже сносят самострои, да часть кладбища старого. Потревожили покой усопших, нельзя так, сказал старик, покачав головой. Пойдем чайку выпьем. Поговорим. Давненько не виделись с тобой. Да уж год как. Можно не чайку, можно чего покрепче. Дело, говоришь, уже вон какой вымахал. Вы идите, я дом закрою и приду. Давай, не закрываю калитку. Выдохнув, я переоделся и взял гостинцев, ледяную бутылку из морозилки и разносолов. Уже закрывая за собой калитку, взглянул на железную дорогу. На рельсах стоял тот самый мальчик и смотрел на меня. Странно улыбнувшись, он помахал рукой и убежал на другую сторону. «Сережка, ну ты заходишь. У меня выпивки нет». «Я взял, дядь Саш, не переживайте», — крикнул я, не отводя взгляда от удаляющейся фигуры. «Так чего же мы ждем?» «Ничего не ждем. Иду». Вздрогнув, я развернулся к дяде Саше. Старик на ступеньках жестом приглашал зайти в дом. В оставшиеся дни отпуска мальчика я не видел. Все было спокойно, без происшествий. Собравшись и заперев за собой дверь и калитку, поднялся на платформу в сторону города. Купил билетик и сел на лавку ждать электричку. Рядом сел старик. «Сережка, ты что ли?» «Дядь Вить, вы?» «Привет, дорогой. Давно не виделись. Ты чего приезжал?» «Да каждый год возвращаюсь, недельку-другую посидеть вдали от суеты». «Как вы?» «Это ты молодец. Я хорошо, вроде. Один вот тут сижу, ни души во всем поселке. Жалко, что тут жизнь совсем заканчивается, все в город перебираются». «А дядя Саша? С ним не общаетесь?» «Да как с ним общаться-то? Почил он, уже месяцев 8 как». «Вы чего, дядь Вить?» «Вчера с ним сидели, разговаривали. Сережка, ты меня не пугай, сердце слабое. Сам на поминках был, вот тебе крест». Мурашки пошли по коже. Я посмотрел на дом дяди Саши. В окне стояла мужская фигура и, улыбаясь, махала мне. Поезд подъехал к станции, заслонив вид. Зашел внутрь и посмотрел еще раз. Внутри никого не было. Лишь калитка немного пошатывалась на ветру.